Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом сегодня опять топаем к землянке. Я взял удочки, одну поплавочку и один дальний заброс. Хочу сегодня попробовать порыбачить на новой сиже, которую поставили в прошлом видео. Я на ней так еще и не пробовал ловить рыбу. Сегодня вышел после обеда, потому что уже несколько дней стоит жара за 35 градусов. На улице на открытом пространстве находиться невозможно, очень жарко. Здесь в лесу небольшой ветерок, тенек. Хорошо. А шли по полям. Так Карлос дышал как трактор. Бегать вообще не хотел. Сейчас немножко отошел. Начал опять мотаться. Зверей выслеживать. Где ты уже лазил? Где ты уже свой нос засунул? Карлос только что погнал косулю. Вот сейчас довольный возвращается. С чувством выполненного долга. Что? Не догнал? Лапки короткие. Косулю догнать, да? Пойдем дальше. У меня буквально на днях был день рождения. И один мой подписчик подарил мне отличный подарок. Это фотоловушка. Фотокамера, которая автоматически фотографирует и снимает видео. Ее можно где-то повесить на звериной тропе, на дереве. И она будет фотографировать лесных обитателей. Опять косуля побежала. Давно думал приобрести такую фотоловушку. А тут такой подарок. Прямо вовремя. Как нельзя лучше. Когда шел в прошлый раз, было очень много всяких разных грибочков. Сейчас уже почти весь путь прошел, не встретил ни одного гриба. Вот такая вот жара стоит. А вот скелет какого-то зверя, похоже, что косули. Совсем недалеко от землянки. Закрыто. Мне писали в комментариях, что нужно удалить веточки сухие. Не знаю, насколько. Тут вроде уже зеленые побеги с этой веточки. Надо бы ее пополивать, наверное. Пойдем к речке сначала сходим. О, а вот и первый грибочек. А вот и еще один. Ну тут возле землянки прямо их грибное место. Как же здесь хорошо, ветерок, тенечек. Наверное, нет лучше места в такую сильную жару, чем здесь. Солнце быстро прячется за деревья. В 10-11 уже солнце не мешает. Правда, на сиже солнце будет часов до 4-5, наверное. Поэтому сейчас займусь приготовлением прикормки. Потом нужно будет повесить фотоловушку и идти на рыбалку. Вот это чудо техники, фотоловушка. Дома я немного разобрался с настройками, но испытание сегодня будет тестовое, потому что у меня нет на нее аккумуляторов, а испробовать очень хотелось. И я достал батарейки из пультов и поставил сюда. Думаю, что на ночь их должно хватить с головой, потому что пишут, что аккумуляторы работать могут около месяца. Поэтому я думаю, батареек хватит на первый раз. Первым делом хочу установить фотоловушку. Пусть она фотографирует зверушек, а я буду тем временем готовиться к рыбалке. Сейчас попытаюсь найти какую-то звериную тропу и где-то там ее закреплю на дереве. Сегодня по дороге сюда видел много и следов, и звериных троп, но ставить где-то далеко фотоловушку пока я не решился, потому как такой вот новый подарок
А лес я знаю не настолько хорошо. Если повешу где-то на дереве, не факт, что я его потом найду. Нужны какие-то оставлять ориентиры. Я не особо понимаю, как это правильно делать. Поэтому здесь где-то недалеко от землянки поставлю. Здесь сегодня Карлос спугнул косулю наверху. Вот примерно туда я и пойду. Думаю, что кто-то там сегодня да пройдет. Карлос, давай ищи зверушек. Где ставить камеру? Пойдем. Вот здесь будет незаметно, мне кажется, для зверя и для человека. Вон они побежали выше. Побежали только что несколько косуль, или не знаю, кто такие звуки громкие издает, самцы, наверное. Вот. Но это еще метров 200 вверх по склону. Неохота далеко забираться. Здесь вроде бы как видно тропинку. Неплохое местечко. Попробую уже здесь. Ну вот ловушка. Вот тропинка. Карлос, пойдем отсюда. Не знаю, насколько правильно я ее установил. У кого есть опыт использования таких вещей, подскажите, пожалуйста, в комментариях, что я сделал не так и как сделать правильнее. Я отошел метров 20-30. Я уже не помню, где она. Наверное, я ее не найду. Нужно все-таки как-то что-то пометить, потому что я действительно завтра не найду. Сейчас ее уже с трудом, так на направление примерно знаю, с трудом найду. Так, вот так сейчас я сделаю из бревнышек хотя бы направление, в какую сторону идти. Во, я придумал, надо повесить ее Карлосу на ошейник. И тогда кадров будет сколько хочешь. Кстати, интересная идея. У меня есть старенькая экшн-камера, которую можно приспособить Карлосу на ошейник. И когда он будет бегать, кого-то обавкивать, можно будет посмотреть, кого именно, насколько близко он подходит. Может, он там их за километр обгавкивает. Ну что, установить фотоловушку оказалось не так сложно. Намного сложнее будет ее снять, а точнее найти. Теперь займусь удочками. Поплавочка уже в сборе, а вот дальний заброс нужно собрать. Привязать поводки, кормушку, поставить катушку. В общем, этим сейчас займусь и приготовлю прикормку. Снасть готова, прикормку замешал. Вот так выглядит моя снасть с кормушкой. Можно теперь переодеваться и в воду и добираться до сижи. Я готов к рыбалке. Еще у меня есть вот такое приспособление. Это такие двухсторонние грабли на веревке, которые можно забрасывать в траву и очищать место для ловли поплавочной удочкой. Чем я и займусь. Надеюсь, у меня поместится все в руках. Камеру одену на голову. Давно не пользовался этим креплением. Надеюсь, ракурс будет правильный. Ну что, вроде так. Видно, слышно? Интересно, Карлос будет ждать или будет плыть за мной? Водичка хорошая. Не горячая. То, что надо. Карлос пошел отдыхать в землянку. Вода немного упала, будет сложнее залезть на нее. Вот так. Удочки. Прикормочку. Солнце уже совсем спрятало за деревья, так что можно немного раньше приходить на сижу
чтобы после водных процедур немного обсохнуть на солнышке. Ну что, забиваю прикормкой, одеваю наживку и первый заброс. Так, прикормку забил. Теперь побольше опариков на крупного ляща. Вот так будет достаточно. Опа. Ну а теперь попробую на поплавочку. Если будет сильно цепляться за траву, то начну чистить граблями. Глубина, по идее, должна быть 2 метра. Сейчас проверим. Сразу за траву зацепился. Я думал, рыба клюнула. Так задергалась. Сделаю поменьше глубину. Да, трава не дает ловить. Постоянно что-то цепляется. Сейчас буду чистить. Вот так их привязал, чтобы тянуть с двух сторон равномерно. Сейчас буду пробовать забрасывать. Привяжу еще за бревнышко, чтобы не улетело вместе с веревкой. Веревки маловато. Еще пару метров нужно добавить будет. Ну, что-то есть. Что-то клюнуло. Хорошо, прямо выдирает с корешками. Поклевочка. Мне кажется, холостая. А нет. Это трава или рыба? Не пойму. На меня, что ли, пошел? Не, пусто. Но что-то точно клевало. Так, а что здесь? На грабли клюнуло. О, уже почти ничего и не клюет. Вот совсем чуть-чуть осталось. Ну что, теперь попробую забросить поплавочную после очистки травы. Все равно трава есть. Конечно, получше, чем было изначально. Но работы еще много. Нужно каждую рыбалку брать эти грабли и чистить, чистить, чистить. Так-то еще плотву можно половить с полводы. А если на леща со дна, то навряд ли он там найдет приманку прямо где-то в траве. Вот сколько травы вытащил. Опа! Ух ты! Хорошая красноперка такая была. Кто это такой? Ничего себе. Плотва какая-то странная. Цвет у нее такой необычный. Я такую впервые ловлю. Ох, и заголотила. Найку отдам. Хорошая такая плотвичка, но необычная какая-то. Ну вот. Найк будет негодовать по этому поводу. Кто-то взял. Не пойму, кто это. Сопротивляется. Красноперка здоровенная. Даже не... Ух ты, и там клюнула. Блин. Провисла. И там рыба. И здесь хорошая такая красноперочка. Поднять бы ее. Леской тонкая. Опа. Есть. Ничего себе. Зараза. Крючок оторвался. Так. Красноперка есть.
Посмотрим, кто здесь. Здесь, похоже, никого. Что ж такое? Вроде так хорошо клевало. Странно. Да, пусто. Выплюнул. Может, крючки тупые. Полностью пустые. А может быть, мелочь какая-то клюнула. Ну да ладно. Ну, красноперка знатная, хорошенькая такая. Ну что, на дальний заброс было 2 поклевки, но так получилось, что они случились во время того, как я вываживал на удочку, на поплавочную рыбку. Сначала плотву, потом красноперку. Что плотва, что красноперка такого солидного размера. Таких красноперок, так и леща не нужно. Вот. Что было на дальнем, непонятно. Но поклевки такие уверенные, похожи на лещевые. Так что есть большие надежды на утреннюю зорьку, что утром можно будет поймать рыбки. Я долго завтра засиживаться не буду. Отрыбачу зорьку и пойду домой. Ну а сейчас буду собираться в землянку. Я еще хочу сварить пшеницу, которую сорвал на поле по дороге сюда. Я думаю, что на нее неплохо будет клевать рыбка. Да, слазить, наверное, еще неудобнее будет, чем залазить. Надо срочно сделать лесенку. О, красноперка буянит. Здоровенная. Почти как ясь. Огромный ясь. Удочки заберу на всякий случай. Мало ли, ветром сдует еще. Да и прикормку возьму. То птички съедят. Опа. Фух. В землянке довольно прохладно. Оно-то хорошо в жару. Но вот когда вечерком и мокрый весь, будет не жарко. Комарики немного зажужжали. Надо быстренько переодеваться. Все, я переоделся. Сейчас покормлю Карлоса. Взял ему сегодня сухой корм и консерву. Правда, сухой корм он не сильно уважает. Но это самый дорогой, возможно, самый лучший. Надеюсь, он его оценит. Что ты услышал? Что-то зашуршало, что ли? И правду сказали. Будут есть. Это здорово, что он ест этот корм. Сухой корм все-таки удобнее в походах носить. Ну а я сейчас займусь очисткой пшеницы. Взял несколько колосков. Испытываю новый способ борьбы с комарами. Оставил лампочку, фонарик горит в землянке. Зашел, а здесь тьма тьмущая их. Комаров и всяких мошек. Так я подумал, раз они на свет пролетели, может же они на свет и улетят. И действительно вылетели на лампочку. Повесил лампочку здесь на улице. Карлос, отбой, спокойной ночи. Ну что, завтра рано вставать, поэтому у нас уже отбой. Так что спокойной ночи, до завтра. Доброе утро. Уже почти рассвет. Ой. А я почти еще не спал. Комары всю ночь издевались. Я даже оставил так свет фонарика в стороне, чтобы они как-то отвлекались на него. Вылазили из всех щелей, из-под кровати, между бревнами. Не знаю, где они еще прятались. Но грызли. Будь здоров, спать не давали. Ну, когда фонарик отвернул в сторону, в принципе, помогло. Они отвлеклись на него. Я хоть немного дреманул. У меня был фонарик, который со спиралькой и красной подсветкой. Вот он неплохо добивал комаров. Я его подарил младшей дочке. И
понимают, что теперь мне нужно еще один такой фонарик. Опа. А ты выспался? Солнце еще не вышло. И есть время разжечь костер и сварить пшеницу. А заодно немного потеплеет, чтобы лезть в утреннюю воду. Думаю, сейчас быстренько закипит. Всю ночь пшеница замокала в воде, поэтому сварится быстро. Буквально 10 минут. И под крышкой она еще запарится. Я это все вместе перемешаю с остатками прикормки. Как раз и прикормки количество увеличится, и можно будет выбирать на крючок. Ночью мыши отгрызли кормушку на удочке. Придется перевязывать снасть. Может, это и к лучшему, потому что вчера были поклевки, но рыба плохо засекалась, сходила. Поставлю другие крючки, может быть, результат изменится. В лучшую сторону, я надеюсь. Когда собирал дрова для костра, обнаружил, что огурцы уже взошли. Сейчас покажу. Сейчас сразу их полью, чтобы потом не забыть. Снасть переделал, пока перевязывал, снова мошки и комары достают капитально. Я не понимаю, что происходит. Какое-то аномальное нашествие мошкары. Раньше, за все время, я здесь уже более 15 лет бываю, но никогда не было такого количества. Вообще их практически не бывает здесь, ни комаров, ни мошкары тем более. А в этом году прямо нашествие какое-то. В общем, беру прикормку, переодеваюсь и насижу. Все, иду насижу. Надеюсь, на воде не будет столько мошкары и комаров. Загрызли. Давно я так не попадал под раздачу такую. Угу. Бодрящая такая водичка. Да, здесь тоже грызут. Хоть бы ветерочек разыгрался. Тогда бы их поздувало. Тут прямо течение какое-то. Так, теперь босиком, чтобы на гвоздь не наступить. Нет. О, красноперочка живая. Это хорошо. Первый заброс сегодня.
Так, дальняк забросил. Уже даже кто-то дергает на него. Теперь поплавочку. Вчера поплавочка принесла больше результат. Выпала у меня прямо из рук. Плотва неплохая. А красноперку еще более солидную поймал. И Найк будет доволен. Сегодня попробую на пшеничку. Плотва и красноперка с удовольствием на нее должны клевать. И хищник гоняет мелочь. На пшеничку не клюет. Попробую сейчас на опарыша. Если тоже не будет клевать, то продолжу чистить граблями. Возможно, вчера, когда я чистил, когда траву вытягиваешь, из нее много выскакивает всяких жучков, которые рыба любит есть. Может быть, поэтому вчера рыбка так на этих жучков и подошла. Попробую таким же способом ее привлечь в этот раз. У меня первая поклевка и первая рыбешка. Вот такой вот огромный лещ. Такого Найк не будет кушать. На дальних кто-то клюнул, но видно, что небольшая рыбка. Бьется так, как плотва. Явно не лещ. В траву завела. Вот теперь прям как лещ стал. С пучком травы. Вот это лещара. Ну да, так и есть плотвичка. Стоять. Найк вторую не простит. Вот эта плотва как плотва, а та была какая-то бледная. Тихо. Вот. Красноперочка. Вот, кто-то на пшеничку клюнул. Опа, красноперочка снова. Неплохая такая. Первая, конечно, побольше была. На утренней зорьке все замечательно, вот только солнце светит прямо в глаз, поплавка не видно. А так все хорошо. Солнышко, ветерочек, можно позагорать. Если бы еще клевало, вообще бы круто было. Поклевка была на дальний заброс. Даже не пойму, есть там что-то или нет, столько травы. Каждый раз тянешь, кажется, что лещ. Кто-то дергается. Похоже, опять плотва. Но как заведет в траву, сразу лещ становится. Сорвалась. Рыба точно была. Но какая, я так и не понял. Снова поклевка. Не пойму. О. Опять лещ.
Да что ж такое, блин? На одном и том же месте сход. Была рыба однозначно. Ух ты, как дернуло. Ну, однозначно лещ. Главное дотянуть. Поднимаю повыше. Вот снова в траве стал огромный лещ из обычного. Прямо стена травы. Неужели не сорвался? Да, небольшой подлещичек. Теперь бы его поднять. Тут со всех сторон неудобно. Брать подсадчика у меня нет. С этой стороны я травы натягал граблями. С той стороны подставка для удочек. Он только сзади. Будем надеяться, что он хорошо сидит и не отвалится. Буду так поднимать за леску. Опа, надо было рукой брать. Еле удержал спиннинг. Такая мощная подтяжка была. Однозначно лещ. Не пойму, там он еще или нет. Сюда пошел. Это последний был заброс, потому что прикормка закончилась. Если я его не вытащу, то леща не будет. Клюет-то в принципе хорошо. Очень часто клюет. Но реализация практически нулевая. Потому что через такую стену травы протащить очень сложно. Да еще к тому же подсака нет. Поднять на сижу. Как в прошлый раз я сделал, попытавшись поднять за леску. Тоже вот такой вот лещик. Как же ж его взять? Я не хочу жаловаться или оправдываться по поводу того, ой, почему тут лещ сорвался. У меня снова проблема со спиной. Неделю колол уколы. Ай-яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо. И сейчас мне довольно сложно вот так раскорячиться. Ой, ну этого я уже взял. Ай, если меня опять прихватит, будет очень тяжело возвращаться домой. Фух. Вроде вытащил. Осталось в садочек положить. Такой вот красавчик. Тихо, не дюрайся, главное. Тихо, тихо. Попал, попал. Вот так. Ну вот, план минимум выполнил. Фух. Вот, на последнем забросе. Прикормки больше нет. Поэтому сейчас буду раздеваться, выходить на берег. Ой. Фух. Главное с камерой не занырнуть. Садок с рыбой оставлю там на месте. Уже заберу, когда буду собираться домой. А сейчас, наверное, пойду искать фотоловушку. Переоделся, потому что в шортах в лес лучше не ходить. Странно, что Карлос меня не встречает. Где это он, интересно? Спит, как обычно. Пойдет со мной
фотоловушку искать. О, может он дорогу подскажет. Карлос, ты спишь? Ты не обнаглел ли? Пойдем со мной. Пошли, пошли. Карлос не понимает, что от него хотят, и не идет искать фотоловушку. Придется самому найти свой ориентир из бревнышек. А вот эти бревнышки, значит, наверх метров 30, и мы будем у цели. Молодец, нашел. Я просмотрел записи на фотоловушке, но, к сожалению, кроме меня и Карлоса здесь больше никого нет. Странно. Я, конечно, подозревал, что есть нюансы в постановке, там, чтобы не оставлять какие-то запахи себя и собаки, наверное. Но чтобы совсем никого, хоть бы какая-то мышка, птичка, вообще ничего не было. Кто в курсе дела, как правильно устанавливать такие штуки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень бы хотелось сделать интересные кадры. Батарейка, кстати, разрядилась на одно деление, но они уже были не новые. Поэтому вполне можно использовать обычные батарейки, как я полагаю. Еще разок полил огурцы. Уже 3-й раз. Вчера 1 раз, сегодня 2 раза. В итоге как минимум 10 литров под каждый кустик. Думаю, что этого хватит до следующего моего прихода. Может быть, буду с урожаем. Ну что, пойду схожу за уловом. Привяжу его здесь недалеко от берега и буду потихоньку собираться. Ну что, улов хоть и скромный, но я вполне довольный. Отлично провел время. Буду собираться в обратную дорогу. Перед выходом в обратный путь сделаю себе инъекцию для спины. Или от спины. Не знаю, как правильно. В прошлый свой поход вытащил из себя 5 клещей, и из Карлоса столько же. Поэтому сейчас соблюдаю все меры предосторожности. И, так сказать, пиджачок в брючке, а брючки в носочке. Ну что, я собрался. Карлос, ты собрался? Все взял, ничего не забыл? Ну, тогда погнали. Здоровенное какое перо. Надо взять с собой. Поплавок будет замечательный на леща. Вот здесь, похоже, неплохое место для фотоловушки. Видно тропу звериную. Много помета. Видимо, часто здесь бегают. Вот я не знаю, после того, как я по ней прошелся, по этой тропе, будут ли они здесь в ближайшее время ходить. Такую горку это уже больше, чем просто кардионагрузка. Фух. На обратном пути тоже ни одного грибочка не нашел. Вот это пекло.
Пойдем, пойдем, Карлос. Погнал догонять оленя. Я его быстрее выследил, чем Карлос. Он его унюхал метров на 10 позже, чем я. Если что-то интересное будет по дороге, то еще включусь. Ай. Ну вот, интересное. Карлос вступил в Карлоса кучу. Вот. Ну так, буду с вами прощаться на этой, так сказать, веселой ноте. Наверное, к деньгам. Не знаю, у кого, у Карлоса или у меня. Да, буду с вами прощаться. Всем мира, добра и здоровья. До встречи в следующих видео. Пока-пока.